Всем привет, меня зовут Света. Сегодня я возьму вас с собой в место, пропитанное шармом аристократии корейского общества и являющееся обителью конфуцианства – город Андон. Добро пожаловать в Андон! Андон находится примерно в центре Южной Кореи, на севере провинции Кёнгсанgbuk-do. Мы сели на поезд и из Сеула доехали за 3 часа. Да ты что? Так как город пышет традиционностью, было бы идеально остановиться в таком вот доме Ханок. Но, увы, все уже было забронировано до нас, поэтому мы заселились в обычный отель. Андон находится под охраной ЮНЕСКО. Вы не увидите здесь навороченных стеклянно-бетонных высоток, портящих антураж. А каждое место, куда бы вы здесь ни пришли, поделится с вами частичкой своей аутентичности, которую вы заберете в свой духовный мир. Самое первое, что выпадает при поиске достопримечательностей Андона, это деревня Хахэ. Чтобы дойти до Хагы, сначала мы ехали на автобусе, и потом еще куда-то пехать пешком. Деревня деревни, да жили тут далеко не представители рабоче-крестьянского класса. Янгбан – так называлась дворянская прослойка общества, зародившаяся примерно в 500-х годах нашей эры в Корее и упраздненная окончательно и на бумаге, и в общественном сознании после окончания японской оккупации полуострова в 1945 году. Хахэ – это поселение представителей клана Рю, принадлежавших к Янгбан. Я была крайне удивлена, узнав, что это не такая корейская традиционная деревня, куда просто приходишь посмотреть, и где дома стоят для декора, а что здесь до сих пор живут порядка 180 семей того самого клана. Около многих домов стоят машины, то есть тут довольно много еще людей живет. Вот это я понимаю, дачу иметь. Представляете, вы живете в городе и приезжаете на дачу к родственникам вот в такое место. Вот в этих коробочках огнетушители. Хахэ была построена по святому принципу фэн-шуй. Сзади гора, спереди вода. Сверху выглядит просто сказочно. Залитая солнцем долина, речка ползет, словно змейка, и в ее изгибе деревушка. Собственно, и название Хахэ означает «деревня вьющейся реки».
앞하고 뒤에도 있습니다. Немного в стороне от Андона, но также в списке обязательного к посещению, у меня был павильон под названием Манхюджонг. Ой, Я тоже. что-то как-то... В этой вот беседке снимали кусок дорамы «Мистер Саншайн». Я ее смотрела, она мне не очень зашла, но место очень красивое. И сюда вот после выхода этой дорамы наплыв туристов. Приходить сюда, видимо, стоит только как петухи запоют. Павильон был построен одним государственным чиновником в 1500 году, после того, как тот ушел с занимаемого им поста. Вот это я понимаю, человек устал от жизни, приехал в беседку среди нигде. Что где? 자, 한번 돌려보시겠습니까? 자, 전진이죠? 나 내가 조심하세요. 우와 집으로 가죠. 쭉. Kapitan. 엄마 아빠 집가락을 두다 불리면 А у него такой путь. Андон покрыт не только слоем древних традиций, но еще и легенд. Так, по одной легенде, мост Уорёнгю, мост лунного сияния, соединяет сердца оставшейся в мире живых женщины и ее скоропостижно скончавшегося мужа. Существует, однако, информация, что это не совсем и легенда, так как в конце 20 века в одной могиле здесь было найдено письмо жены мужу вместе с лаптями, сплетенными из ее волос, и пуповиной ребенка.
Письмо было написано женой после смерти мужа и было таким трогательным, что было решено построить этот мост. Он вполне оправдывает свое название, так как особенно притягателен в вечернее время, когда загораются огни, парочки идут по нему, веря, что их любовь станет вечной, и... Я чувствую себя как Тихиро из того аниме про духов, когда она бежала по мосту ночью, пытаясь перебраться из одного мира в другой. Вот это все деревья гинка. Я представляю, как тут красиво осенью, когда они все стоят в желтом цвете. 계란찜이나 뭐 찜이요? 아, 예, 예. 바로 해드릴까요? 네네네, 부탁드리겠습니다. Все должно идти гладко. У нас проткнулась шина, поэтому приехали в автомастерскую. И сегодня целый день будет идти дождь. Так что 산에 올라라 이 신살 들로 내리니 들옥살 찾아주신 여러분들 감사드립니다. 잠시 뒤 11시부터 시작. 올려. 네 번째. 좋다. 한번 더 해볼까요? 할수 있을 것 같아요? 던져. 하나, 둘, 개, 세 개, 네 개. 시작! 한 번 더! 했다! 아, 성공. 나이스! 잘했어요. 이렇게 잡고 이렇게 아 좋아요. 한번 더 해볼까요? 네. 하나, 둘, 셋, 헐! 네, 그쵸. 이렇게 하는 거예요. 됐어. 어딨어요? 동그라미! 세 개 중에 어디? 우와, 친구 안 되겠어요!
Но есть в Андоне место, покорившее меня до самой последней клеточки. Я тут в гордом одиночестве пришла смотреть одну из старейших конфуцианских школ. Народу до полна, хотя идет дождь. Джон уснул, остался в машине спать, и Женя остался его бдить. Из-за дождя ли, или из-за того, что я была одна, а может, просто оно само такое, чарующее, притягательное, атмосферное. Конфуцианская школа Тосанцаон. Построена она была в 1574 году строго по фэншую, опять же. И когда я зашла туда, словно почувствовала нутром все эти 500 лет мудрости, царившей здесь. Вообще, когда я только начинала интересоваться Кореей, я искала ответ на свой вопрос. Что же такое пронизывает все структуры жизни здесь, как красная нить, выходя за пределы страны, переплетаясь с укладом жизни в Китае и Японии? Почему такое поклонение старшим, учителю? Почему такие ритуалы? Почему даже язык ведет себя иерархично? Вариант «ну просто это Азия» я даже не рассматривала, так как хотелось копнуть глубоко, узнать, откуда ноги растут. И я нашла для себя ответ в идеологии конфуцианства. Конфуцианство возникает на рубеже VI-V веков до нашей эры на территории империи Хань. Это примерно восточная часть современного Китая. В то время империя захватила корейское государство Кочосон, древний Чосон, и, покорив его, изменила под свои стандарты и общественный строй Древней Кореи. Как только конфуцианство распространилось в качестве официальной государственной идеологии империи Хань, оно также пустило корни в формировании принципов организации корейского государства, став основой мировоззрения, этики, философии, образа жизни и воспитания людей. Это произошло, разумеется, не за короткий промежуток времени, стоит рассматривать целые вехи истории Кореи от образования 3 королевств до становления Чосон. С течением этого времени конфуцианство, будучи в итоге канонизированным, стало оказывать влияние на науку и образование. Были построены конфуцианские школы, целью которых было образование посредством трактования учений Конфуция, что поспособствовало формированию культурной идентичности и философских традиций Восточной Азии. Высшая мораль этой идеологии состояла в том, что человек должен стремиться стать благородным и постоянно стремиться к самосовершенствованию. Отсюда я прослеживаю в современных Китае, Корее и Японии любовь к образованию в целом, желание прыгнуть выше, отсюда и сумасшедшую конкуренцию, пронизывающую общество насквозь. Чтобы знать, куда прыгать, этапы сделаны максимально прозрачными. Сейчас поясню. Да, я бы поучилась в таком месте. Мы посетили 2 конфуцианских школы в Андоне. Вторая, залитая солнцем, ощущалась совсем по-другому. Конечно, не знаю, как сейчас, но когда я училась в школе, у нас был журнал успеваемости. Чтобы не завидовать, не знать, на каком ты месте по успеваемости, нам было категорически запрещено смотреть оценки. Все, конечно, более-менее и так все знали, но успеваемость официально не афишировалась. В Корее же, когда, соответственно, Женя учился в школе, после ежеквартальных тестов и экзаменов на всеобщее обозрение вывешивались списки учеников, маркированные от самого лучшего до самого худшего. Другой пример. В европейских культурах, включая и российскую, крайне неприлично говорить про зарплату. В коллективе никто никогда не знает, сколько кто получает. Когда мои студенты спрашивают меня, в какой компании в России хорошо зарабатывают, ответа у меня нет. В корейских же компаниях зарплата стандартизирована в зависимости от уровня. То есть все общество достоверно знает, сколько получает рядовой сотрудник Samsung и его начальник, какие у них прибавки, какие зарплаты у какого профессора университета и какой уровень жизни и образования будет у ребенка, если его папа работает врачом или юристом.
я понимаю, школа. Идеалом конфуцианства является создание гармоничного общества, где у каждого есть своя роль и функция. Чтобы прийти к этому, необходимо с почетом и уважением относиться к окружающим людям. Поэтому главное правило конфуцианской этики гласило: «Не делай человеку того, чего не желаешь себе». Благородный человек сочетал в себе следующие качества: человеколюбие и милосердие, справедливость, верность обычаям и соблюдение обрядов, мудрость и обладание здравым смыслом, а также добросовестность и искренность. Также основополагающей истиной для построения гармоничного общества, согласно конфуцианскому учению, является иерархичность отношений между людьми. Здесь выделяется 5 типов отношений, основанных на заботе высшего и подчинении низшего. Это четко прослеживается в свойственных современным корейцам принципах мышления, даже несмотря на все иностранные, неазиатские веяния и желание молодежи отбросить старые традиции. Первый тип – высшее подчинение в рамках государь-подданный. Государь – существо небесное, подданный – земное. Второй тип – отец-сын. Отношения первого и второго типа похожи, так как семья – это маленькое государство. Детям требуется быть почтительными по отношению к родителям. Абсолютное повиновение символизирует отдачу долга за то, что родители подарили им жизнь. Третий тип – старший-младший. Старший всегда заботится о младшем, а младший с почтением относится к старшему. Четвертый тип – муж-жена. В этих отношениях муж управляет, жена подчиняется. И пятый тип – друзья. На этом этапе также предусматривается неравенство. А в связи с глобализацией общества в этот тип теперь также приписывают отношения местный иностранец. Упорядочив межличностные отношения таким образом, конфуцианство структурирует моральную, социальную и политическую этику, принятую обществом. Конечно, конфуцианство не является единственным основополагающим звеном в структуре корейского образа мышления. Так как это учение по своей сути не является религией, Корея на протяжении веков гармонично сочетала идеологию конфуцианства с буддизмом и шаманизмом,
что привело к смешению обрядов и ритуалов, проводимых по каким-то определенным событиям в жизни человека. Джон, пойдем. Но совершенно точно можно сказать, что конфуцианство настолько укоренилось в сознании корейцев, что является призмой, через которую они смотрят на мир, анализируя его в соответствии со своими представлениями, столь отличающимися от видения мира другими народами. Конфуцианство – это способ сплочения, структурной организации и упорядочивания абсолютно всего. И эту идеологию с ее вековым наследием трудно не почувствовать в поисках ответа на «Ах, почему эта Азия такая Азия?» 인스타적으로 지나갈 수 있어? 어떻게 생각해? давай. 얼굴 보이게. 시민인 것처럼? 응. Mama, Chloe.